6 месяцев прошло с момента запуска моей программы. Программа «Деньги от Апостола» заключается в том, что я плачу деньги за информацию. За 6 месяцев я выплатил более 50 миллионов русских рублей. Я плачу на карты банков РФ напрямую, на иностранные карты, на телефоны или же в крипте. Способы изучены, известны, вопросов ни у кого не возникает. Мне нужна информация от военных непосредственно с линии боесоприкосновения, а также от военных, находящихся в тылу, начиная от рядового состава и заканчивая старшими офицерами. Сейчас появилась необходимость в информации от МЧСников, сотрудников аэропортов и сотрудников НПЗ. Приоритетная связь по WhatsApp. WhatsApp не прослушивается. То, что вы получаете себе на телефон смс-ки, что ФСБ все контролирует, это все ложь и чушь. Второй канал связи – Telegram. Потом электронная почта для староверов. Пишите, отвечу всем. Если информация интересна, поговорим голосом. Информация всегда проверяется. Деньги наперед не платятся. Так, доброе утро. Добрый день, доброе утро. Так, представьтесь. Неважно. Неважно. Меня зовут Алексей Януля, товарищ Владимир Золкин. И мы вам вчера рассказали, да, какая наша цель. Наша цель показать у вас в России, что у вас увидела ваша семья, и также показать всему миру, ну, как содержатся военнопленные в украинском плену, и тем самым побудить сторону вашу также относиться к нашим военнопленным, также осветить эту всю объективную картину для всех международных организаций и просто пообщаться. Значит, даете ли вы согласие на дальнейшую публикацию видео? Да, даю согласие на дальнейшую публикацию видео. Канал надо указать. Все. Тогда представь. Ты правообладатель видео. Ну, а точнее я. Поэтому я уже решу, где его публиковать. А он дает право вообще на то, что мы будем с ним разговаривать и будем это публиковать. Он говорит, окей, публикуйте. Все. Хорошо. Скажите, с какого города? Это секретная информация. Вам она не нужна, так что вот так вот. Как попали? Попал по контракту, подписал контракт 2 ноября и вот, получается, поехал на СВО. Что побудило подписать контракт? Личные цели. Личная выгода? Ну, не материальная. Мне надо было снять статью, а статью снимал ВВК, сказали только после прохождения военной службы. Статья за что у вас была? С простыми словами, чтобы всем было понятно. Ну, то есть в юности, чтобы не служить в армии, получается, с нахождения было у меня. Ну, лунатизм. Лунатизм? Да. То есть негоден был к прохождению военной службы категории Б. Да. Из-за этой статьи? Да. Категория Б, поэтому не служил в армии и на мобилизацию тоже не попадал. Хорошо. А данную статью можно было, как мне объяснили в военкомате при прохождении ВВК. То есть я хотел снять статью совсем, полностью. И мне объяснили то, что ВВК надо пройти. ВВК, когда я начал проходить, сказали, пройдешь военную службу, хорошо. И мы с тебя снимем эту статью. А вы когда понимали, что вам надо пройти военную службу, вы понимали, что вас отправят на войну? Конкретно то, что я буду на передовой, точно не то, чтобы понять. Мне сказали то, что точно на передовой не буду, так как чуть-чуть по данной статье мне запрещено было вообще получать оружие. То есть я даже не мог в мирной жизни получить разрешение на травматическое оружие даже. Я понял, но я с ваших слов ловил такую мысль, то бишь вы подписали контракт, вы понимали, что вы не будете на первой линии, но вы понимали, что вы будете на территории Украины. Ну, как мне объяснили, да, что я буду, как мне сказали, что при любой войне есть обозы, ну, то есть именно сопровождение, либо ремонтники, либо повара и так далее. А у вас личное желание было быть обозом? Нет. Помогать? У меня вариант был только один — снять эту статью.
То бишь содействие тем, кто умышленно ехал воевать, даже если вы прямое столкновение, боестолкновение не принимали участие. Ну, получается так, да. То бишь вы все равно, как вы понимаете, да, что вы все равно... Ну, осознавал, но не знал, что буду держать оружие в руках. Хорошо, если бы на ваших глазах произошло убийство, или оно происходило на ваших глазах убийство? Украинских у нас реально не было таких. То есть мы были на учениях, только на полигонах. Вот первый выход у нас был, получается, нас привезли под Клещеевку, привели к блиндажам, посадили в блиндаж, сказали просто ждать, поменять ребят, которые там были. Мы, получается, привели нас на блиндаж. Через 4 дня нам сказали, просто пересидите, через пару дней вас поменяют. Вот. Хорошо. Вы в взаимодействии с какими были частями, с каким родом? Ну, у нас была 4-я бригада, 3-й батальон, 8-я рота у нас была. Взаимодействие... Ну, это мотострелец? Мотострелковый, да. Угу. Ну и все, вот, получается, содействия никаких не было. Нас вот ночью привели, посадили, через 4 дня нам сказали, что возможно наступление, будьте готовы. То есть через 4 дня, ну буквально нам по рации это сказали, через 5-10 минут начался бой уже, так называемый бой. Потому что при нас был только, нам дали автомат и 4 магазина. Все. Больше из вооружения, ни гранат, ничего у нас не было. Ну, то есть вы понимали, что это не обоз уже? Это уже не быть Ну, это уже мы поняли, когда нас привезли. А почему не было мысли отказаться и сказать, что мы так не договаривались? Ну, потому что, как откажешься? Потому что 2 варианта, только либо вперед, либо назад пути нет. Хорошо, но вы понимали, что возьмете сейчас грех и вам придется кого-то убивать? Ну, в вас будут стрелять, вы будете стрелять. На тот момент мы даже не думали, что вообще какая-то стрельба будет. Нас вот посадили в блиндаж, сказали, посидите здесь, смотрите за ситуацией, за обстановкой, передавайте по рации. У нас единственная фраза была по рации: небо чистое, либо небо грязное, работают птицы, все. То, что там боевое столкновение какое-то будет, нас даже не предупреждали. Я думаю, если было какое-то столкновение, наверное, вооружили бы как-то. Хорошо, у меня другой вопрос. Тут про военные действия там все понятно. Все повара, и кухня, и водителя. Как вы вообще относились к событиям в Украине в 2014 году? Честно, не вникали очень сильно. Были свои проблемы и заботы. Хорошо, а почему? Ну, вы же знали, что в России принимает участие? Да, знали. Знали. А чтобы ваши проблемы и заботы помогла вам Россия, вы не старались как-то их внимание со стороны Украины привлечь на внимание конкретно вашего региона, вашей семьи? Чтобы они не свои силы, так сказать, не распыляли на соседствующую страну, не ехали там спасать каких-то мальчиков в трусиках русскоговорящих, а помогли конкретно вашему региону, вашей стране? Не, ну это понятно, честно, вот я, например, занимался работой. Я до этого вообще год на год... По большому счету вас не интересовало, а что там происходило? Ну нет, на год я уехал на север. Я до этого был год на севере, жил один без семьи и как бы приезжал раз в полгода. То есть забот хватало и да. Хорошо, давайте конкретно по плену, да. Подразделение, где это все происходило? Повторюсь, 4-я бригада, 3-й батальон, 8-я рота была у меня конкретно. Нас привезли с полигона в Бахмут. Там мы пробыли в Бахмуте 2 дня, и вот через 2 дня, через 2 ночи мы, получается, нас погрузили в автомобиль, вывезли в лесополосу и сказали пешком идти там, в районе 3 километров пешком шли мы. Вот, с проводником. Проводник привел нас на блиндаж, и там мы сели, все. Ну, вы в Бахмуте были, да? Бахмут застали? Бахмут, ну да, все, что от него осталось. Что вы хотели в Бахмуте? Ну там место дислокации. У вас лично ваша была мотивация все-таки в Бахмут взять их? У вас было желание, чтобы этот город принадлежал России? Да, я еще раз объясняю, мы даже не знали, что взято, как взято, где взято. Мы на полигонах, вот нас привозили с полигона на полигон первый нас привезли, все, ночью вывозили оттуда, там, дней 10 мы там, через 10 дней нас привозят обратно. Какие ужасы вы видели в Бахмуте? Ужасы войны.
Все разрушено. Доброе утро. Да, доброе утро, здравствуйте. Здравствуйте. Ты с Башкирии, да? Да, Республика Башкортостан, город Уфа. Как вы здесь оказались? По контракту 2 ноября 2023 года заключил контракт с Министерством обороны. Из колонии или со свободы? Со свободы, со свободы. Такой вопрос. Вы даете разрешение на видеосъемку и на последующую публикацию этого разговора на канале «ГУЛАГу нет» в сети интернет? Да, я даю свое согласие. Хорошо. Какое-либо принуждение на вас оказывалось перед началом этой беседы? Нет, абсолютно никакого. То есть мы разговариваем откровенно, добровольно, по вашему желанию? Да. Хорошо, тогда, если можете, вот несколько вопросов. Какие-то жалобы на условия содержания у вас имеются? Нет. По отношению к вам какое-либо физическое воздействие, пытки, избиения регулярные какие-то применяются к вам? Нет, абсолютно нет. Ни физических, ни моральных, ни этических, никаких. Нет абсолютно принуждений и каких-то, как сказать, никаких принуждений нету. Я понял. Давно вы в плену? В общем, я в плену с 31 января. Именно в лагере я нахожусь чуть больше недели, в районе 10 дней. В России, когда в лагерь принимают, осуществляют прием, особенно в Башкирии, я думаю, что вам хорошо это известно, через дубинки, через лай собак. Нет, неизвестно. Я как бы очень далек от лагерной жизни, и от тюремной, и от уголовной. Ну вот здесь, как процесс происходил? Регулярные избиения были? Спецназ, лай собак, дубинки? Нет, абсолютно нет. Было, когда нас взяли, там, при допросе, я так понял, было или СБУ, или, не знаю, там, да, маленько потрепали. После передачи в условия этой пенитенциарной системы, где содержатся военнопленные? Нет, вот после того, как нас передали уже, я не знаю, нас привезли, получается, в какую-то часть, где мы находились 1,5 месяца. Но мы не знаем, где мы находились. Там тоже было очень такое лояльное отношение к нам. Даже как-то удивило. То есть с питанием все нормально, с содержанием. В российской пропаганде очень часто рассказывают про то, что там якобы кому-то яйца отрезают, пену куда-то там заливают и так далее. Вы что-то подобное своими глазами видели в отношении кого-либо из тех, кто вместе с вами попадал в плен? Абсолютно нет. Нет такого. И я не видел лично и не слышал, что ребята, с кем я содержался даже. То есть мы много пересылок прошли, и Киев, и Харьков. Я такого не слышал. То бишь вы даже знали, где вы находитесь, да? Да, конечно, нас привезли в СИЗО в Харьков. Ну вот единственное, где мы 1,5 месяца находились, там, наверное, воинская часть была, поэтому не афишировали, где мы находимся. Фаиль, такой вопрос. А до заключения контракта с Минобороны чем занимались? Работал слесарем, ремонтником. А при каких обстоятельствах решили заключить контракт, если не секрет? Вот как я объяснял, то, что мне надо было снять эту статью. Там вариант был только один. А чем вам мешала эта статья для работы? Она вообще мешала по жизни. То есть, например, если устраиваться на работу, мне надо было полностью проходить комиссию с полной энцефалограммой, ЭЭГ с мониторингом, то есть там 10-часовое. Это процедура, что намного тяжелее, чем попасть на войну. Вообще, эта процедура должна была для всего. То есть права я мог иметь, там только категории Б, разрешение ни на что не мог получить. То есть она очень ограничивала мою жизнь. И морально тоже очень мешала жить. А что там был за диагноз вам поставлен для того, чтобы вы тогда откосили от армии?
Вообще, почему я этим... Ну, была Вторая Чеченская, и родители решили, чтобы не отправлять меня на войну, они вот все это сделали. То есть, а нельзя было взять, просто дать взятку, и то, как делается это в России, просто вычеркнуть эту статью? Так они, Алексей, они, видимо, и решили этот вопрос. Да. В кавычках решили вопрос с тем, чтобы сын не отправлять на тот момент, да, но с момента... В документах в результате какой диагноз вам поставили? Сомнамбулизм с эпипроявлением. А это что за заболевание, извините, я просто не медицинский специалист, не медик. Лунатизм в простонародье. Эпипроявление – это эпилептические припадки. Лунатизм и с эпипроявлением. Ну это по-медицински. Да, то есть бывают при лунатизме эпилептические такие. Но у вас на самом деле этого не было никогда? Нет. А почему вот тогда, во Вторую Чеченскую, вы решили не принимать участие в боевых действиях, а сейчас приняли решение? Ведь можно было каким-то любым другим способом эту болезнь аннулировать, пройти обследование и при этом не ехать на войну. Что на вас повлияло реально? Ну я повторюсь, и сказали вариант только один. А взятка? Можешь... Нет, секундочку, а кто вам сказал? Сейчас взяток такого понятия нету, сейчас есть план. На ВВК мне так сказали, что вариантов больше нет. Я предложил, я говорю, а может я пройду все обследования, все сделаю. Ты можешь хоть годами лежать. На кодами? Ну потом мне как объяснили, что и этот вариант, оказывается, он бы не сработал. То есть, когда я уже общался, это две разные структуры. А кто когда подписывали контракт, вы понимали, что вас отправят в Украину воевать? Тоже, как мне объяснили, то, что я буду находиться в обозе. То есть, как сказали, не переживай, при любой войне есть обозы. То есть, на передовую ты точно не попадешь. А как на самом деле произошло? Произошло то, что сначала нас привезли на учебку, оружие не выдавали, я думаю, все нормально. Ни оружия, ни бронежилетов, ничего не выдавали. Потом, когда уже на территорию Украины нас завезли, забрали паспорта, военники, все документы забрали, выдали оружие, автомат, бронежилет и каску. И все. Можно вопрос? А какие у тебя первые впечатления, когда ты в КамАЗе или в Урале заезжал на территорию Украины, высадился, встал на землю? Таких слов нельзя, наверное, говорить. Можно, у нас нет. Я был в ахуе. То есть у нас были даже, я не знаю, мы реально, процентов 50 вообще не понимало, потому что средний возраст контрактников у нас был от 40 до 65. То есть до 35 до 40 лет, я говорю, процентов 20-30 человек было. Насколько весь личный состав вообще был промыт пропаганда, с твоего личного наблюдения, молодежь особенно? Если честно, никто не понимает, куда едет, не осознавая едет. Когда я уже посмотрел на все это, когда нас привезли на это поле, это страшно было уже. Когда Бахмут увидел. Фаиль, несколько коротких вопросов. За время прохождения службы в Минобороне вы видели, чтобы кто-либо из ваших сослуживцев, из других солдат каким-то образом отказывался выполнять приказ, пытался вернуться домой, думал о расторжении контракта, отказывался выполнять какой-либо приказ какого-либо из командиров? Что-либо подобное было или нет? Не, у нас многие пытались отказаться. Очень много пыталось отказаться, и были ребята, бежали, ловили их. А что с ними было после того? Я откажусь от этого ответа. Можно? Хорошо. Давайте так, я задам вопрос с точки зрения правозащитного характера. В
кто-либо из тех, кто отказывался выполнять приказ в том или ином виде, подвергался потом в последующем каким-либо репрессиям, физическому воздействию? Да, так точно. И это приводило к получению травм, или вы видели там, даже какие-то летальные исходы? Я бы тоже хотел не отвечать на этот вопрос. Вам тяжело, и вы понимаете, что если вы, врать вы не хотите, а если вы правду расскажете, то потом могут какие-то негативные последствия в отношении вас. Ну, насчет себя я не переживаю, просто у меня есть семья. То, что я прошел, меня уже трудно чем-то напугать. В целом, это прошли считанные месяцы с момента подписания вами контракта, да. С ноября 23 по январь 24. Вот давайте будем честны. В российской пропаганде, когда начиналась вся вот эта вот история с войной, всем рассказывали по телевизору, что нужно обязательно денацифицировать Украину, побороться с тем, чтобы там не было нацистов, фашистов и так далее. И, по сути, обычному россиянину телевизор рассказывал о том, что можем повторить, как деды, бьем фашиста. Вот какая-то прямая аналогия с Второй мировой войной, которую в России называют Великой Отечественной. Скажите, за все это время, вот начиная с... Когда ваша нога наступила на украинскую землю? Помните дату, когда вас завезли? Дату точно не помню, но где-то недели через 2 после того, как я уехал с Башкирии. Ну, то есть это по сути, это ноябрь все равно? Ну да, конец ноября. Конец ноября. После 20-х, да. Вот за это время хоть одного нациста или фашиста вы видели, чтобы вы поняли, что да, это вот то самое, что мне в детстве показывали, что мы с вами смотрели в фильмах черно-белых про Вторую мировую, про Великую Отечественную? Я вам больше скажу, я до сих пор их здесь не видел. Не видели? Нет, ни фашистов, ни нацистов. Я даже тех людей, которые нас брали, охраняли, ни одной наколки не видел. То есть... Ну вот я сижу, я так... бандеровец, да, фашист. Увидишь? Нет, как бы это с ваших слов, все равно нацизм, фашизм, мне кажется, проявляется в действиях, а не в словах. В каких конкретно? Фашизм, то есть расовое превосходство и так далее, и так далее. С нами реально, честно скажу, с нами общаются, как обычно, даже стараются разговаривать на русском языке, чтобы нам было понятно. Гимн Украины можете спеть? Конечно. Слова знаете? Да, научили. Вас заставили? Просто здесь у вас не все знают гимн. Да, нормально, нам объяснили, что его надо выучить. Короче, вам дали выучить гимн. Да, просто дали. Если можете, расскажите, пожалуйста, про распорядок вашего дня. То я думаю. Как ваш день построен и приходится ли вам стоять по 5-10 часов с головой в пол опущенной? Да нет, такого нету. В принципе, распорядок дня очень такой щадящий. В 6 утра подъем, потом проверка, уборка помещения, то есть убираемся, потом завтрак довольно такой сытный, потом уходим на работу. То есть по работе тоже такого принуждения нету, обычный труд. То есть в шахту не загоняют, в каменоломне тоже солевые шахты не загоняют. Нет такого физического труда очень. А что делаете? Уборка территории, забор красим, по мелочи вообще. Кто-то щиты собирает, кто-то там мебель какую-то делает. Нет таких физических нагрузок, чтобы мы вечером приходили и падали. Мне интересно, а как у вас насчет уборки? Насколько сильно вас тут? Да нет, тут уборка дежурства, просто обычное дежурство, моем полы за собой. Вас не бьют на утреннее? Да нет, какой бьют? Тут слово бьют вообще под запретом. Тут даже если между собой какие-то склоки не приветствуются администрацией. Хорошо, а насколько сильно на вас это лояльное отношение вообще влияет? Вам это
Вы наоборот располагаетесь к Украине после такого отношения, или вы приедете назад в Россию и будете рассказать, что все-таки украинцы слабые духом и доброту примите за слабость? Да нет, конечно. Ну, как вот вам объяснить? Все равно то, что я сейчас скажу, вы же не поверите. Поверят зрители, поверят... Нет, я со своей стороны, я вот лично говорю, то, что я не буду таких слов говорить, что действительно, тем более запись есть, если даже как-то кто-то услышит. Я вам честно за себя говорю, то, что таких слов от меня Смотри, не будет. можно вопрос? Смотри, такой вопрос. Вот ты сейчас сюда попал на войну, чтобы обнулить вот эту свою статью по лунатизму. По возвращению в Россию, если, дай Бог, так сложится судьба, тебе надо будет обнулить статью за то, что ты, предатель Родины, попал в плен. То бишь у тебя опять получается безвыходная ситуация или как? Ну, это я первый раз слышу, что статью ты живешь в стране, которая наследник Сталина, Ленина. Ты же знаешь, как было с прочими военнопленными. Ну, я думаю, маленько тоже все изменилось. А что именно изменилось в России? Ну, как говорят, не 39-й же год уже. Есть же, как бы, правозащитные организации. В чем-то и похуже сейчас. Ну, может быть, похуже, но я в плане того, то, что, наверное, есть какие-то пути. Ну, за это уж не сажают, наверное, точно. Я же в плен попал. Я же не предал Родину как-то. Ну, там... А в плен, если не секрет, Фаиль, как вы попали? Попал в плен, вот нас посадили на позицию. Получается, привели на позицию, сказали поменять, сделать ротацию. То есть там на позиции были ребята, нам сказали пару дней посидите, вас тоже поменяют. И получилось так, что через 4 дня по рации объявили, что возможно наступление, будьте готовы, к чему мы не были готовы. То есть привезли вас на пару дней, а вы находились там уже 4 дня? Да, на 4-й день, получается, нас успешно разбомбили, там буквально в течение 20 минут. Нас было 11 человек, из 11 человек нас 3 осталось живых. И то нам повезло, то что нас в блиндаже завалило. FPV-дрон залетел, завалил вход, мы откопались, он 2-й раз завалил. Но, честно говоря, мы уже не думали, что мы выживем, потому что, уже были готовы. У нас не было ни воды, ни еды, просто лежали уже, готовились к смерти, так скажем. Потому что уже и Баба-Яга прицельно, почти блиндаж уже разобрало. Уже было видно, думаю, еще один прилет, говорю, ребят, там нормально все будет, быстро. Дай бог, быстро залетит в блиндаж, там, не заметим. Уже такие разговоры у нас были, потому что обезвоживание было уже страшное там. Обезвоживание? Да. Мы ждали, что придут к нам хотя бы или разведка, или кто-то на ротацию поменять. Мы думали, что нас не забыли уж, наверное. А по факту мы на 3-й день откопались, а без приказа мы не имели права уходить с позиции. То есть с разведкой вы вообще до этого пересекались, раз вы знали, что она может прийти, правильно? Нет, не пересекались. Зачем? Они нас, как сказать, если в таких ситуациях отправляют разведку проверить. Если на рацию не отвечает группа. Это же ваша разведка. Наша разведка, да. Вы знаете, кто у вас разведчики, да? Зачем? Они отдельно базировались. Мы не знаем, кто они. И не знаем, как. То есть их отправляли, они там, например, спросят. Если можно, вы вернетесь. То есть вас еще раз, вас поставили на позиции, вам дали с собой воды и еды только на 2 дня. Да, там 2 сникерса дали, суп какой-то, пюре и литр воды каждому. Литр воды на 2 дня? Да. И получается, на 3-й день мы откопались уже. На 3-й день откопались. И слышим голоса. Есть кто живой? Мы думаем, наконец-то нами пришли. Оказалось, украинские солдаты. Когда, тогда еще в голове что-то у меня... Почему? Потому что по-русски они начали говорить, есть кто живой? Один из наших сказал, есть, говорит, живые. Он говорит, выходите, жить хотите, выходите. Мы не поняли, может, они не знают, что это. Мы спросили, а это кто? Он говорит, украинские солдаты. Говорю, выбора нет, и дайте выходим. Выходите, говорит, только без оружия и без брони.
Ну, мы вышли уже, ну, честно говоря, был уже, как бы, думаю, хоть перед смертью глоток воды дадут и пускай расстреливают. И это, ну, так мы... Знакомое чувство. Да. Ну и все, они нас привели в блиндаж, дали попить, покурить, как бы сказали, ребят, все, успокойтесь, все нормально. Теперь вы под защитой, все нормально, домой поедете, сейчас вас передадим, в плен попадете. Считайте, говорит, что вы уже в плену, вас поменяют. Я, говорит, гарантирую, что вас никто не тронет. Это обычный солдат говорит. И как бы, ну ладно, ну честно уже было вот до такой степени, я говорю, нас эти 3 дня еще бомбило так нормально, уже ко всему привыкли. Думаю, да, нехай. Так, семью вспоминали каждый, дочерей. А как вы себе представляли вообще? А мы потом думали, вот как вы сказали, там, пена, ногти вырывать. Блин, наверное, все только начинается. То есть я правильно понимаю, что вам рассказывали вот перед отправкой, а где вы это слышали про историю, что там ногти вырывают, там пены что-то запенивают, отрезают? Ну, это солдатская молва, это вот кто там между собой разговаривали. Фантазеров уже много, как бы. Вот. То есть да лучше внутри гранат. российской армии запускаются слухи про жестокость в украинском плену? Ну, наверное, да, от кого-то же это доходит, как бы. И тогда еще промелькнуло тоже вот это в голове. Если лучше одну гранату таскайте с собой, лучше подорваться. Я думаю, блин, еще бы хотя бы гранату дали. Только гранат не дали. Только 4 рожка дали. Гранат-то и нет. Ну вот, ну по факту так и увезли нас. Мы задавали, когда показывали видео, которое ты прислал, да, перед всеми, задавали вообще, хотел бы он, чтобы такой же его сосед, который здесь находится, пришел к его семье вообще, домой, к его детям. И вообще хотел бы увидеть в постели со своей женой вот этого соседа, который пришел нас тут вызволять. Или все-таки лучше сидеть дома и заниматься своими делами. И вообще, какие, ну вот сейчас весна, да, вместо того, чтобы заниматься семейными делами, красить забор у себя дома, ухаживать за своей территорией, за своей землей, вам понадобилось. Насколько тебе были интересны жители Донбасса? Давай мы их не видели. Ну, честно, нас с полигона не вывозили. То есть у нас полигоны находились так, что мы даже в магазин нас не возили. То есть у нас контакта с местными жителями не были. В Бахмут нас привезли, там, ну, какие там местные жители, там все разбомблено. Ну, а вы это домой передавали, говорили, что какие-то... У нас не было, у нас забрали паспорта, телефоны, военники, все, у нас связи не было. И такой вопрос, вот вы, да, вот Бахмут вы видели? Да страшно, честно. Вы же помните, мы же с вами одного возраста, да. Когда с вами школьниками были, нам показывали фотографии Сталинграда, нынешнего Волгограда, да, как последствия большой фашистской атаки. И мы видели, в каком ужасном состоянии был город после тех атак. Вот, если не секрет, когда вы Бахмут увидели, аналогии в голове не промелькнули с тем, что было там тогда, в те годы? Ну, там не то, что аналогия, там прямое прямо совпадение. Все, тупо все. Це капець, в мене нема слів. Снаряд прилетів. Ой, боже. Просто это был первый город, который я увидел в Украине, именно последствия войны. Ну, честно, никому не желаю такого. А мысли не было такой? Зачем в России такого? Да, конечно, нет, но есть, эти мысли всегда посещали после того, как вообще попали на Украину, в Украину. Ну, должна же быть какая-то демотивация. Демотивации очень сильные. Но не у всех. Не знаю, за остальных не могу говорить. Ну, вы же там общались могу только говорить за себя. Ну, там такие же, как и я. Ну, вот, честно, там не такие регулярные войска. Ну, вы же видите, кто здесь находится. А где регулярные войска? Я не знаю, мы их не видели. Мы вообще, 4-я бригада, это бывшая ЛНРовская милиция. Это куда вас прикомандировали, если не секрет своей? 4-я бригада. Ну, как, 4-я да. бригада. Милиция ЛНР бывшая.
3-й батальон, 4-я бригада, 3-й батальон. Это те, что предали присягу Украины и по большому счету... Ну да, сейчас они же многие здесь сидят. Как, кстати, 111 вроде, да, предательство вроде. А такой вопрос, да, 4-я бригада, 3-й батальон, какой род войск? Мотострелковый. Сейчас они мотострелковые, а до этого была народная милиция ЛНР. Или а номер есть у мотострелковой бригады? 40-318. 40, это войсковая часть 40-318? Да. А базируется она где, 40-318? Абсолютно без понятия, где она базируется. Мы даже не знаем, где она базируется. Нас с полигона на полигон возили. То есть заключали контракт в Башкирии, да. Потом нас привезли в Екатеринбург, с Екатеринбурга под Ростов. В Ростове там 10 дней пробыли. И оттуда уже нас забрал вот именно этот, то ли комбат или заместитель именно 4-й бригады. И все, нас забрали, и потом по полигону повозили, ну, начали возить. То есть вывозили только ночью, ну, ночью поднимали, грузимся, машины подъехали, уехали. Фаиль, ну, как бы гипотетическая ситуация, предположим, у нас с вами есть машина времени, мы можем с вами к Фаилю Рафаиловичу отправиться в октябрь 2023 года, что бы мы ему с вами вместе могли бы сказать? Да как тут, не знаю, ну просто сказать, сиди дома, побольше цени семью свою и наслаждайся каждым моментом жизни, потому что она, оказывается, не у всех хорошая. И так как ты живешь, да и нехай с этой статьей живи и радуйся. За кого голосовал? Я просто посмотрел, вот как Фаиль, такой вопрос. Человек прошел такие адские мучения, это я не знаю, как вообще реально столько сил и моральных, и физических хватило у человека. И, ну, наверное, не каждый бы смог вообще пройти такое. Вот, наверное, у меня два последних вопроса. Фаиль, вот уже в этой войне погибло огромное количество украинцев, россиян. Точную цифру я не назову, но она огромная, там десятки, может быть, сотни тысяч человек уже. Со временем ученые назовут эти цифры. Вот на ваш взгляд, ну, украинцы, они гибнут, они вынуждены защищать свою землю, они защищают свою независимость. На ваш взгляд, вот я сейчас про россиян спрошу, вот эти вот огромное количество, там десятки, может быть, сотни тысяч российских солдат, которые, как вы, вот так вот заключали контракт, кого-то из тюрьмы забирали, кого-то со свободы мобилизовывали, кого-то там на контракт уговорили, и там с помощью пропаганды какую-то картинку внушили, которая не соответствует действительности. По большому счету, на ваш взгляд, вот если подводить черту, сейчас апрель 24 года, за что эти россияне отдали свои жизни там, на чужой земле? За интересы других людей. Просто кто-то, ну, если честно, ну, как объяснить? Вы же прекрасно знаете, что все войны начинаются и заканчиваются за столом переговоров. Не нам это с вами решать. Мы ничего не решим. Я так считаю, это мое личное мнение. Но тем не менее, такие люди, как вы, отдают там свои жизни, приходя на чужую землю, не защищая Россию, а защищая интересы, как вы говорите, каких-то других людей. Ну, выходит так вот, ну, как объяснить, я даже не знаю. Ну, то бишь это рабство, правильно? Ну это крепостное право. Вот, скорее всего, да, не рабство. В России там рабства как такового не было, там было крепостное право. Ну, крепостное право, это же раб. Ну, каждый принимает сам решение. Это решение, чтобы пойти, приняли мы сами. Просто как подвели к этой черте, чтобы мы приняли это сами, это уже другой вопрос. Фаиль, у меня к вам вообще теперь самый последний вопрос, больше точно... Ну, нет, можете задавать.
У меня времени много здесь. Хорошо, ну да, спасибо вам за общение. У меня вопрос такой. А перед вопросом короткая там 2-минутная речь. Вы, ну как бы вы и все люди, кто так или иначе там, с нами общались, знают, что на самом деле происходит в российских тюрьмах. И в отношении российских заключенных, к сожалению, применяются и пытки, и избиения. И в отношении украинских пленных применяются страшные методы. И вот рядом с вами находится Алексей Ануля, которого я глубоко уважаю, который прошел через страшнейшие пытки, ну, еле-еле выжил, пережил 17 уже операций по восстановлению здоровья. И в России сотрудники ФСИН, спецназа ФСИН, оперативники ФСИН, некоторые ФСБшники, которые никогда не были в Украине, которые точно не знают, что там происходит, но тоже, как вот вы, слышали слухи про то, что в Украине рвут ногти, что-то там отрезают, что-то допенивают, постоянно там пытают. То есть там пропаганда работает очень жестко. И многие сотрудники ФСИН каждое утро, когда они идут на службу, им вот это все, там их политруки, оперативники, руководство их прокачивает таким образом, чтобы они были мотивированы якобы на ответную жестокость. С тем, чтобы они вот мстили каким-то образом украинцам, которые находятся в плену, за то, что нашего там, русского, российского солдата, в частности вас, там, Фаиля Рафаиловича из Уфы, мучили и пытали. Вот я сейчас с вами поговорил, ну, и вы сами отрицаете, что к вам применялись, вот и сейчас там применяются какие-то жестокие методы, и по вам видно, что мы с вами разговариваем в свободной форме, и выглядите вы вполне нормально. Вот что бы вы могли бы сказать именно сотрудникам ФСИН и ФСБ, которых каждый день руководство прокачивает на жестокость по отношению к украинским пленным? Потому что все-таки должен быть какой-то определенный баланс в этой во всей истории. Лучше бы, чтобы все россияне как можно скорее вернулись в Россию, чтобы все украинцы как можно скорее вернулись к себе домой в Украину, чтобы вообще война закончилась. Но вот так получается, что у нас тысячи разных людей не у себя дома на родине, а находятся в плену. И с учетом того, что вот мы проводим наше большое независимое расследование, я думаю, что оно выльется уже скоро и в виде расследования на международном уровне. Там действительно страшные методы применяются к пленным, к украинцам. Алексей выжил, ему повезло, хотя, конечно, через что он прошел, это там все круги ада, которые можно представить. А есть ребята, которые просто не выжили, которых там замучили, запытали. Я не знаю, видели вы или не видели там фотографии ног одного из украинцев, который просто заживо гниет, и ему запрещают оперативники спецслужб оказывать медицинскую помощь. Вот что вы хотели и могли бы сказать самым обычным российским тюремщикам, надзирателям, сотрудникам, которые сейчас и вот все последние там 2 года, давай так возьмем, в кавычках, там работают и соприкасаются с украинскими пленными, с учетом того, как вы рассказываете, относится Украина к вам? Ну, хотел бы начать, во-первых, с того, что, наверное, какая-то у них селекция идет. Ну, судя по видео, которое мы смотрели, нормальный, психически здоровый человек, навряд ли он так будет поступать с людьми. Ну, неважно, военнопленный он, там, зэк или просто человек, но это ни в моральные, ни этические, ни в какие-то другие психологические, психические нормы, оно не знаю, не ложится ни в какие рамки, то, что показали видео. Ну, нормальный психический человек так не может обращаться с обычным человеком. Я не знаю, с животными так не обращаются. Это даже не садизм, это непонятно. Ну, таким людям что-то говорить, не знаю, есть смысл. А если там есть реально здравые люди, которые, ну, услышат меня. Ребят, все мы люди, все мы живые, у всех у нас есть близкие, родные, семьи. Если вы поступаете так с людьми, ну просто подумайте, каково вам будет, если с своими близкими будут поступать же так же.
никто не зарекается ни от тюрьмы, ни от сумы. Факт может быть такой, что и твой брат двоюродный, там, троюродный или кто-то может оказаться в таких же условиях. Просто представьте, что с ними будут обращаться так же, как вы обращаетесь. Я не говорю там военноплен или... Ну просто нельзя так поступать вообще с людьми. Просто задумайтесь. Ну нельзя, просто нельзя. Какой бы он ни был, как бы вы ни относились, какие бы мотивации у вас не были. Не знаю, у меня пока вот это в голове вот не укладывается, что можно вообще к людям такие пытки применять. Это должны быть, не знаю, какие-то отобранные люди, которым бесполезно что-то говорить. А в остальном, конечно же, охота, чтобы закончилась все это, вся эта война, все эти... Может, они тоже со справкой действия. им сказали, если они будут пытать украинских военнопленных? Да нет, им обнулят эти диагнозы. Вот, понимаете, как бы... Вот одна из мотиваций моих, что я хотел убрать это, именно что многие люди также как бы подкалывали. А если вас поставили таким быть надзирателем? Нет, я бы не пошел. Я бы просто, я не знаю, я физически не смог такое сотворить. Понимаете? Да я смотрел, ну, я со своего личного опыта скажу так, что даже те, кто по собственной инициативе и не хотел делать, когда они попадают в коллектив таких особей, они становятся просто, ну, это уже коллективное просто мышление становится. Стадные, стадные инстинкты. Может быть, но я всегда привык отвечать за себя. Я вот говорю, я за себя говорю. Я физически бы не смог это сделать. Потому что, ну, как бы у больших политиков, сильных мира сего, у них одна история, у них одни полномочия. У нас задача, вот лично у нас, у правозащитников, здесь очень маленькая. Нам надо, чтобы украинские пленные вернулись домой в Украину, чтобы российские пленные вернулись в Россию, чтобы война закончилась, и чтобы вот в России вот эти вот страшные бесчеловечные методы по отношению к украинским пленным, к своим собственным согражданам, они бы прекратились и не применялись бы на систематической основе как работа. Потому что там, по некоторым видео, там 20-21 год, например, там этим садистам рассказывали, что вот эти вот нехорошие, их надо там наказать, проучить, потому что якобы они там какие-то нехорошие. Потом начали привозить украинских пленных, про украинцев начали рассказывать, что они там нехорошие. То есть всегда, прежде чем садисты начинают вот это вот делать, выполнять команду, им всегда рассказывают какую-то предысторию, которая им в их глазах каким-то образом оправдывает применение пыток и насилия. Но на самом деле, если мы сейчас посмотрим с вами, вот вы на чужой земле, в плену, в стране, в которой вы пришли с оружием в руках, там, осознанно, неосознанно, понимали вы это, не понимали, тем не менее вы это сделали. Но у них, ну вот видите, с вами рядом Алексей Анулин находится. Человек, которого там били, пытали, что только с ним не сделали. По идее, казалось бы, в нем должна быть такая злоба, такая ненависть по отношению к нам с вами, ко всем россиянам. Тем не менее, как я понимаю, мешок яблок сегодня всем привез, раздал. Спасибо вам. После того кадра, да, потому что кадр был такой, когда украинский пленный после обмена ему там дают яблоко, а он на это яблоко смотрит, как не знаю на что, как бы просто потому что он его, ну потому что он голод испытывал, потому что он там десятки килограмм оставил в плену, помимо там жестоких избиений и так далее. И люди приходят истощенные. Алексей вообще был похож после освобождения, как на жертву концлагеря в Освенциме. Тощий был, как скелет. Там, больше 30 килограмм своего веса. Мы видели фотографию, да? Да. Вот. И сейчас какой... то есть, ну, это же страшно, то, что там делают. И у нас вот попытка все-таки показать не кнутом, а именно добром, как-то внести свою лепту, чтобы все это прекратилось. Чтобы те люди, которые там в России проходят службу, во ФСИН, в ФСБ, чтобы они, в принципе, задумались, посмотрели на вас, услышали ваши свидетельства, которые вы даете без какого-либо давления нам ни от кого, ни Алексею, ни Владимиру Золкину, ни мне. Не нужно, чтобы вы говорили что-то вот то, что не является правдой. Нам, наоборот, интересно вас по-человечески, без какого-либо давления расспросить
понять, какая у вас там ситуация, и с тем, чтобы внутри России люди тоже посмотрели, какое к вам там отношение в Украине. И вот те, которые еще там вчера приходили на смену в какую-нибудь колонию или СИЗО и били и пытали украинских пленных, чтобы у них серое вещество заработало, и чтобы они проанализировали, что где-то, значит, их используют в темном, где-то их прокачивают на ненависть, где-то им вживляют в голову ложь с тем, чтобы они проявляли жестокость и насилие по отношению к украинским пленным, и с тем, чтобы, возможно, вот именно ваше свидетельство и ваше обращение как-то на них в том числе, возможно, повлияет, и как минимум они перестанут бить и пытать украинских пленных, а может быть даже и начнут по-человечески относиться к ним, как к вам в Украине там относятся. У меня, наверное, все. Фаиль, если что бы вы хотели сказать сами в Россию, передать, не знаю, там, своим родственникам, друзьям, знакомым, если вы хотите, пользуясь случаем, что-то там рассказать, может быть, просто в целом россиянам сказать. И если вы считаете что-то нужным от себя сказать Украине, народу, вот так вот для истории, если есть что-то, что сказать. Возможно, извиниться. Ну, что бы хотел сказать? Конечно, хотелось бы, чтобы побыстрее эта война закончилась. Как говорится, история всех рассудит, и время всех рассудит. А на данный момент, ну, действительно, хотелось бы извиниться перед украинским народом. Как говорится, не ведаем, что творим. А в остальном, ну, родным, надеюсь, приеду, все сам расскажу, передам привет вживую, если получится. Фаиль Рафаилович, я думаю, что это видео, не думаю, а знаю, это видео будет опубликовано и у украинских правозащитников и журналистов, и у нас, и в нашем совместном международном правозащитном проекте. К вам сейчас и до этого относились по-человечески. Я думаю, что и после вашего интервью будут относиться точно не хуже. И, конечно, вы вернетесь домой, не переживайте. Вопрос лишь в том, чтобы действительно люди там в России поняли, что на самом деле происходит, и чтобы эта война страшная прекратилась. Вот. Единственное, давайте договоримся, Фаиль Рафаилович. Когда вернетесь в Россию, если захотите, напишите на Гулагунет с 2 Т на конце, @gmail.com. Меня легко найти, Владимир Осечкин, Гулагунет. Я думаю, что вы видео про себя с собой посмотрите в Ютубе, и там в описании найдете мою электронную почту. Напишите, чтобы мы с вами связались, и если захотите, пообщались уже после возвращения. Вот. Я думаю, что ваше знание и ваше свидетельство, они могут тоже сыграть роль для того, чтобы как можно скорее остановить эту войну. Да, конечно, почему нет? Вам скорейшего возвращения в Россию, вот, и мирного неба над головой вообще всем, в первую очередь самим украинцам, чтобы Россия отвела войска и все это прекратилось. Это нужно прекращать. Да, мы тоже этого ждем, надеемся. Спасибо. Вам Всего спасибо. доброго. До свидания. До свидания. Спасибо. Вов, у нас сейчас еще будет звонок домой к нему, и еще там пару слов мы поговорим. Ты еще с одним будешь сегодня разговаривать? Конечно. Через сколько? Невозможно предположить, но я думаю, минут 20 у тебя есть. Окей, хорошо. Все? Я буду здесь. Да, все, да. Так, звоним домой тебе, да? Да, если можно. Ахмединов, набираем. Как ты думаешь, вот эти пытки, которые ты видел на видео, на ком они были изначально научились? Да я думаю, зэки. Ты же будешь говорить. Здравствуйте. Обязательно предупреждаю, что разговор под записи для будущего. Меня зовут Ануль Алексей Юрьевич, я представитель правозащитной организации «Антигулаг». И даете ли вы разрешение на запись видео нашего и публикацию дальнейшую, перед тем, как со своим мужем поговорить? Не хотелось инициировать, публиковать. Ну, у нас только такие, у нас без вариантов такие условия, чтобы это было максимально объективно, чисто. Ну, тут не идет вопрос допроса, тут просто идет вопрос правозащитной организации.
Согласны, да? Давай, все, пусть берет. Привет. Нормально разговаривай. Как дела? Как дела? Нормально. У тебя как дела? Как здоровье? Нормально здоровье. Видишь, пополнел даже. Очень сильно пополняю. Ладно, нормально. Че, у вас как дела? У нас все хорошо, не переживай, все хорошо. Ладно. Че, дети как? Дети хорошо. Мы тебя ждем. Нормально все будет. Че, родители как, Юлек? Да, родители нормально, все хорошо. не Все переживай. живы-здоровы? Все живы-здоровы. Вчера мы тебя поставили, я тебя поставила в военнопленном статусе, не переживай за это письмо. Да мне что, за себя не надо переживать. За вас, у вас главное, чтобы все нормально было. Ну и все нормально. За нас не переживай. У нас всё Ну как, нормально. а за кого мне переживать-то? Письмо официальное пришло, что поставлен список военнопленных, так что за это не переживай. Пацанов тоже отправила. Родственники надпись. Что-то ты похорошел. Деньги же получается за вас, наверное. Нет, не получается. А вы получаете деньги за своего мужа? Что? Получаете деньги боевые за своего мужа? Нет. А машину чем заправляете? Она работает. Я работаю на 2 работах. Ладно, Юлек, это лично твое, можешь не говорить об этом. Да все, не хватит реветь, нормально все. Ладно, я хотела узнать, а можно ли передавать передачки? Да сейчас я тебе скину, все отправлю. Там через волонтеры все делается. Я тебе там все расписал маленько. Ладно? Да, напиши все, что необходимо, все пришло, все сделано. Скажи, к тебе пытки какие-то Нет, применяются? нет, ни пыток, ничего нету, Юлек, все нормально. Блин, самого голова кругом, нормальные отношения, нормальные люди, нормальные, не знаю. Приеду, я тебе расскажу, конечно, все. Ни пыток, ничего, нормально, блин, я тебе говорю, у меня мировоззрение что-то вообще поменялось, честно. Отправлять все можно, да, продукты, все остальное. Юлек, с волонтером поговоришь, я не знаю, Юля. Оружие нельзя. Нет. Ну, у меня оружия нет. У нас его никогда и не было. Да, в России полно оружия. Ну, может быть, Это страна оружия. Ладно, что там, мамка как? Светка как? И все хорошо, все нормально, дети очень переживают, ждут тебя. Все, пускай, скажи, жив-здоров, нормально, время. Мы ждали, Диана хотела поговорить с тобой очень сильно. Ну ладно, ладно. Чает, переживает, мы все переживаем, в общем. Да. Ладно, считай, что я на вахте на севере. Год же не было меня дома. Ладно, все, не переживай. Вот, улыбнись. Можно я пару слов? Улыбнись хоть. Да. Все, молодец. Здравствуйте еще раз. У меня к вам вопрос. А вы знаете, как содержат военнопленных украинских в российских тюрьмах на данный момент? Я, честно говоря, вообще никогда не сталкивалась. Я только начала видео смотреть. Даже вообще не понимала, что вот когда муж без вести пропавший стал, я только тогда в чате начала смотреть и стала понимать, что это вообще. А до этого я даже не вникала. Ну, вам было неинтересно, да, судьба многих мужей, таких же, как ваш муж, вот, только с другой стороны? Даже не додумалась до этого. Даже у меня не было мысли. Ну вот смотрите, я бывший военнопленный, да, который побывал в России не на одном этапе. Я сижу сейчас рядом с вашим мужем, такой страшный фашист, и мы даже пальцем, да, вас я не тронул. Да нет, нормально все. Не, Да. Юль, тут принесли не яблок, то. сигарет, то бишь все максимально придерживаясь конвенции, даже больше. Притом, когда я находился в плену, на каждом этапе, на каждом углу в мою сторону происходили маты, происходили избиения, нам не давали спать, не давали есть. И почему-то ни одна российская жена, мама, сестра даже не поинтересовалась и не подумала, что это чей-то сын и чей-то отец, которого тоже ждет семья, и не выходили, не выступали, не старались сделать какие-то
хотя бы минимальные условия и вообще допуск Красного Креста до наших военнопленных. Почему вот настолько с вашей стороны проявляется вот эгоизм и какое-то бессовестное вообще отношение к вот этому всему, что происходит? Просто, ну, вы не можете, вот я вас попрошу знакомиться с видео на канале «ГУЛАГу нет». Меня зовут Алексей Нуля, что вы просто посмотрели у Владимира Осечкина наше интервью. Там поверхностно, могу сказать, я рассказываю про условия, которые находятся в плену. Ну, какие условия по отношению к нашим военнопленным в плену, которые я лично прошел, и вам это не рассказываю не со слов Скобеевых, не со слов всяких Киселевых, Симонян, а рассказываю со своего личного опыта. И после этого всего вы просто ляжете перед сном и просто подумаете, какое у меня моральное право после всего, что я пережил, вот сейчас общаться с вашим мужем, и как вы думаете, что бы я мог бы сделать и хотел бы сделать, да, но я этого не делаю в силу того, что я этого выше. И подумайте, как мы можем прекратить эту войну, как сделать так, чтобы наши военнопленные вернулись назад, а вот эти методы пыток, которые у вас в России культивируются с поколения в поколение, передаются там с молоком матери, чтобы вы применяли на своих согражданах, но не применяли на наших. Вы живите своей жизнью, а мы будем жить своей жизнью. Нам не надо, да, освобождения вот таких. Наши семьи, наши дети. Я не хотел бы, чтобы ваш муж лежал рядом с моей женой в кровати или с моей дочкой. Я не просил вас освобождать нас. Посмотрите видео, я думаю, вам для объективной вообще оценки вот этой теперешней ситуации, которая сложилась, для какого-то себе расширения мировоззрения, чтобы вы понимали, потому что вас, я так понимаю, не сильно интересует, что происходит у нас вот в Украине, вас интересует свои личные выгоды. Ну, вам было бы очень полезно. Вашего мужа здесь никто не оскорбляет, никто это, даст Бог, он вернется назад, потому что у меня нету такого, как есть у ваших сограждан, какой-то злости, злобы. Человек безоружный, сидит, понятное дело, он уже все, он заперт. Он будет говорить то, что, конечно, ему выгодно, но вы, я думаю, должны понимать, какое у меня теперь моральное право есть относиться к вашему мужу, да, и к всем остальным военнопленным. Вы понимаете или нет? Я все это сейчас уже понимаю, что... Хорошо. Как вы думаете, что бы вы лично могли бы сделать для того, чтобы война прекратилась и чтобы нашим военнопленным можно было вернуться к миру? Потому что те ребята, с которыми я сидел, мои сверстники, их поубивали в плену. Их поубивали. Я слышал, как они стонут, как они плачут, и ни одна мать, ни одна фельдшер, ни одна чья-то дочка, которая работала в этой тюрьме, не ходила и не плакала, и не просила о том, чтобы нас меньше пытали, меньше били. Они сами брали, присутствовали при этих пытках и говорили, что нам делают прививку от бандеровцев. Жестоко, конечно. А я вам хочу сказать, что с Башкирией были одни из самых жестоких. Это не единый мой опыт был там в Тульской области, это было и на Курске, это было на пересылках. Башкиры — это одни из самых жестоких. Что мы вам конкретно сделали? Насколько пострадала ваша семья от украинцев? Как вы допустили, что ваш муж оказался здесь, вообще сюда поехал? Почему вы его не удержали от этого всего? Моего отца убили. Убили в церкви, православной церкви, сожгли. Я лежал раненый рядом и слышал, как ваши сограждане нас освобождают. И я бы хотел, чтобы когда-нибудь вы, возможно, посмотрели моей матери в глаза, моим детям, которые любили очень дедушку. Он не был в Брянской области, он не был в Белгородском, он не оббежал татарин. Мои соседи были татары. Мои соседи были, где я вырос, татары. И первые, кому я попал на день рождения после освобождения плена, после 17 операций, которые я прошел, я поехал к этой тете, которая татарка, с которой я вырос. Почему вы теперь допускаете такое зло? И я уже уверен, что сейчас вы уже там бедные, несчастные в таком положении, а на самом-то деле вы же это поддерживали, вы же голосовали. За кого вы голосовали?
на последних выборах? Мы не голосуем. Я не ходила на выборы. Там, может, надо уже было кого-то бы выбрать, может, надо было бы уже выйти с плакатами и сказать «нет войне», может, надо уже какую-то гражданскую позицию проявлять. Вы понимаете, что из-за того, что поддерживаете войну, страдают семьи по обе стороны. У меня не осталось друзей, у меня не осталось одноклассников, у меня не осталось никого. Никого. Я был физически развитый парень, у меня не было вредных привычек, я собой всегда занимался. Я потерял все здоровье благодаря башкирам, благодаря всяким тувинцам, благодаря русским, которые просто переплюнули всех в своих пытках. Переплюнули всех. А когда я спрашивал, за что? За что? Мне говорили, за то, что я родился. Посмотрите видео, я не буду пересказывать, мне просто, я не знаю, как пробить это мышление, потому что завтра ваша сестра отправит мужа, ваша подруга отправит мужа сюда, спасать нас, мы вас не просим спасать. Вы видели на Донецке, в Бахмуте людей, которых приехали спасать? Расскажите, каких вы людей приехали спасать? Где они? Да там их нету в Бахмуте. Да. А завтра ваша соседка отправит спасать опять каких-то донецких детишек, донецких детей, мальчиков, распятых в трусиках. Все, до свидания. Говори. Ладно, Юлек, давай, не переживай, все будет нормально. Ладно, давай, мы тебя любим и ждем. Все, давай. Пока-пока. Как ты думаешь, насколько она слышала? Она юрист, она умеет слушать и слышать. Это очень... Это я ее не слышу. А как она тебе юридически, если она юрист, не смогла вот так вот... Она очень пыталась, это потому что я еще раз вот повторюсь, я все эти 20 с лишним лет страдал от того, что меня также постоянно издевались, мальчик со справкой и так далее, и так далее. Последний, это с военкомом, вот когда разговор был, у тебя, говорит, один только вариант. Если бы у меня были варианты другие, я бы... У тебя же сын, да? У меня 2 дочери. 2 дочери. Как ты думаешь, кого они будут себе искать в женихе? Участников СВО, наверное? Все же хотят себе каких-то Нет, героев. у меня один зять уже есть, он даже не служил в армии. Ну его же могут сюда отправить. Но он не пойдет, это точно. А вот он здесь, у него просто на WhatsApp нет никого. С WhatsApp никого нет. Но если мешает, давайте так сделаем. Нормально. С одной стороны... Да, все. Если родственники этого Акульшина выйдут на связь, то это я голосовое вашей жене записываю. Акульшин, за которого там написано, да? Если вы там сконтактируете, если они выйдут со мной на связь в течение сегодня-завтра, послезавтра даже, то мы сможем его тоже позвать, чтобы он тоже поговорил. Продолжайте, извините. Да все, я не знаю, я жду вопросов. Да я думаю, Осечкин давно уже позабыл. Что бы ты сделал, если бы ты знал наперед все, что произошло? Вообще близко бы не подошел даже к военкомату. Ну же эти вопросы спрашивают. Хорошо. Нет, все классно. Всю жизнь как бы... Слышишь, а какое твое было изначально отношение к азовцам, вот, правосектору? Да когда их взяли в плен в Мариуполе, мы честно, не было такого, давайте, ребят. У нас в семье такого даже не принято. Мы не интересовались ни войной, ни политикой. Ну, жена у тебя далеко не глупая, я думаю. Мы работали. Она юрист. Я говорю, я год работал, чтобы как-то не то, что вытягивать. То есть я эту работу ждал очень долго. И мне пришлось даже на год уехать на север. Я год жил на севере, без семьи. Чтобы нормально дать и образование, и какое-то дочерям. То есть мы, что она, что я, живем ради детей, не ради себя. Да, но я тоже живу ради детей, и мне лишний раз хочется с детьми проводить время. Я бы не поехал бы никогда в Белгородскую, Брянскую область, даже если бы там раздавали бесплатно конфеты. Мне это не интересно. Мне достаточно. Я сейчас понимаю, что это было очень глупое решение. Что вот я жалею, что не послушал супругу. Что не послушал вот я сейчас маму. общаюсь с вами, да, я понимаю, что когда я сидел и там умирал, а ты даже не представляешь, как это орать, стонать в застенках.
Чтобы всем ездили, трасса рядом была, я слышал, как ездят люди просто, слушают музыку, а у меня дома происходит война. Я умираю здесь, а кто-то просто ездит, его это даже не парит, он просто чувствует настолько. Ладно, у меня такой вопрос, откуда вот вообще вот такое величие вот всех жителей России, вот они что-то думают, что они вот какие-то вот такие великие, но при этом они вот как живут в говне, но думают, что это они лучше, там, чем страны Балтии, чем украинцы, чем, то бишь всегда вот, ну ты согласен, всегда было вот такое выше. Я с вами не соглашусь, не все люди, есть всякие люди. Ну, есть люди, которые просто живут своей жизнью. Я вам больше скажу, у Шевченко, Тарас Шевченко, все это написано практически в каждом рассказе. Там вот, если кто поймет, он найдет для себя ответ. Расскажи зрителям, что именно написано. На имя Чиху. Где-то читал Шевченко. Ну и дома, и здесь читал, давали книги. А что сподвигло дома читать Шевченко? Ну, это школьная литература. Есть включена школьная? Да. Это советское время, наверное, еще. Какие? Я 81-го года, вы, наверное, знаете, должны знать. А какие творы Шевченко включены, если вы помните? Я читал «Наими Чих», «Близнецы», «Художник». Вот особенно если прочитать «Наими Чиху» и «Близнецы», там все открыто, ясно, понятно. «Княжна», потом «Капитанша» тоже почитал. Ну, просто если посмотреть Шевченко, там в принципе все расписано. С тех времен уже показано, что есть люди, кто на балах гуляет, а есть люди, которые воюют. Ну там, ну это же все расписано. Слушай, здесь как бы литература у вас есть, и она на каком языке? Да любая, ну украинский, основной украинский, конечно, ну и на русском, кто хочет. Знаешь, что мне давали читать, это только на Курске, нам дали книжку. Я перебью, здесь вот Женевские конвенции, это для внутреннего пользования сотрудникам колонии, даже они. Вот, мы читали. На каком они здесь языке? Нам на Курске, до того, как я попал на тур, нам дали читать Бакунина, Горького, Чехова, все промыто советчиной, там читаешь и тошнит от самого времени, от этого тяжести. Но нам почему-то надо было это читать, а потом заходил надзиратель и говорил, там такая страница, такой-то там абзац, процитируй. А времена такие тяжелые, надо было, ну там такие про тяжелые времена, вот мать, знаешь рассказ про мать? Да, ну то же самое я могу сказать. Зачем мне, человеку 21 столетия, вообще слушать вот ту жизнь, которую я не хотел, чтобы она была в Украине? Зачем мне надо было это промоция? Ну вот это, это все прописано. Джордж Оруэлл, вы читали Джордж Оруэлл 1984? Там все написано. Если вы хотите человеку сказать, что 2 × 2 = 5, вы не должны его как бы именно вбивать ему это в голову, а вы должны сделать так, чтобы он сам поверил, что 2 × 2 = 5. Ну вам вбили в голову это? Ну как, нам-то не вбивали, я имею в виду просто это, не знаю, это, блин, я не могу это объяснить, понимаете, я не живу такой жизнью, и не жил такой жизнью. Для меня это вот... Тем не менее вы здесь. Да, тем не менее я здесь, и для меня это очень как бы... Что-то же они вбили в голову вашу, что вы здесь оказались. Какие шаблоны были? Да, но это в любом государстве они выбиваются именно через телевидение, через какие-то связи, каналы. Это же все, это же все всем ясно. Абсолютно. Любое государство это Оруэлл. Любое государство, абсолютно. Да, то же самое, что и в Америке, и в Европе. Но не в каждом есть военная пропаганда. Просто есть у каждого свой выбор. Так же, как и у вас. Подождите, а вы вот... А у нас какой выбор? Быть свободными. Да. Нам не дают. Ну, вы же к этому идете. Мы к этому мы не будем, мы и есть свобода. Вот я и говорю. Про это и говорю. Каждый приходит... Хорошо, а вы не хотели свободы в России? Свободу понятие абстрактное. Ну, свободу выбора, свободу волеизъявления своего. Это все понятно, но у вас же свое понятие свободы. Вы хотите в Европу, это же ваше личное решение. Мы хотим быть свободными. Европа, мы хотим жить как европейцы. Ближе к Европе. Хотите жить по-европейски. Географически ближе, по ментальности ближе. Вот. А у нас маленько... А вы ближе к Китаю. Не, мы ближе... Северной Корее. Нет, ну это вот Северной Корее. А вы не считаете со стороны Китая какую-то угрозу? Не видите?
У вас не было если так, Сибирь особо? Нет, это понятно все. Если так брать, Россию конкретно, всю жизнь Россию тоже нападали. Начиная от монголо-татарского ига. Франция, Германия, шведы, турки. Это же история. Сейчас кто-то нападает на Россию? Нет, никто не нападает. Угрозу какую-то видите? Я нет. Я привык отвечать за себя, понимаете, вот лично за себя. Я никакой угрозы ни от кого не вижу. А вот если по истории, какую угрозу несла Грузия, когда вошли в 8 марта? Без понятия. То бишь вас не интересовало, почему туда отправили опять ваших же друзей, там, сыновей? Там вроде маленькая ситуация другая была. Грузия просто была маленькая. Там вроде войска заходили. Вас заходили. А тут А Грузия чем угрожала Грузия? Понятно, что такое мелкое государство не может угрожать России. Чисто даже как сказать, по масштабам человеческого ресурса и экономического. Следовательно, немало. Да понятно, что нет. Но я же не спорю, я же вам не говорю то, что Украина чем-то угрожала России. Я про это вам и хочу объяснить, что я не вижу от Украины угрозу для России. А от кого видите? На данный момент ни от кого. От США. А что США? У США свои проблемы выше крыши. Да, но у вас же это постоянно культивируется, и все Байдена обвиняют. Не у вас, обвиняют. я за себя говорю. Вот для меня, например... Бабушек Путина надо показать. Нет, это для меня угроза. Ты же бабушек Путина знаешь? Да знаю, конечно, все их знают. Да. Слушай, интересно. Вы сами же понимаете, что это маразм. Слушай, а мое интервью? Ты видел мое Нет. нарезки? Не видел? Оно же там так разошлось по всей России. Меня там говорили, что я там чуть это дырявый. Но это было летом еще. С лета. И вот оно сейчас по сей день там гуляет. Не знаю, я не видел вот эти. Не лазим мы в этих в интернетах, в YouTube. Просто все синяки, которые я тебе покажу на Вы же знаете, что у нас все закрыто. Заблокировал. У нас Инстаграма нет, Фейсбука нет, YouTube пропускает. Мы нормально сидят. Да, пропускают. У нас что, я даже не знаю, WhatsApp и то вроде бы. Слушай, а мне еще интересно, вот когда напишут на немецких машинах, вот да, там на парадах на 9 мая, вот это можем повторить на Берлин. Вот эти Нагиев же ответил на этот вопрос уже. И что? Кто ты такое говно, чтобы такое повторить? А что хотят повторить? Автопром немецкий? Я не знаю, нет. Медицину мол, победить Европу всю. Что Германию победили, Европу всю освободили. Я так понимаю, в их понимании. Это пишут те люди, которые не видели ни войну. Наши деды, кстати, никто не разговаривал про войну. Для них это было очень больно и... Если бы деду, любому, который прошел войну, сказать такие слова, повторим, просто бы а я, когда нормально. ФСБ допрашивал с Москвы, был такой интересный момент. Мне говорили, что украинцы, это все бандеровцы, все воевали за немцев, оказывается, украинцы. Я задал им встречный вопрос, говорю, смотрите, украинский фронт был? Был, конечно. Белорусский фронт был? Конечно. А где был русский фронт? На тот момент русского такого понятия-то и не было, и был СССР. Хорошо. Когда я сказал это ФСБ, они затихли, потому что они не понимают, что фронт это фронт, и там все могут быть национальности. Конечно. Это линия. Так оно так и было. А для них это был ступор. Это те, которые меня на Курске тыкали пальцем. Ты понимаешь? Интеллектуальная способность. Ты бы их еще спросил, где русское государство. Русская республика. Где русская республика? Вот там Татарстан, Башкортостан. Просто мне рассказывали, что создали Ленин, создал меня, Ленин создал Украину. Вы же тоже, понимаете, что это, глупо об этом даже что-то разговаривать. Есть глупые люди, а есть маленькие люди, которые хотя бы книги читают. Да, Ленин говорил, понимаете? Потерять Украину значит потерять голову. Конечно. 32-33 год. Он не создал, а уже боялся ее потерять. Да. Вы же знаете, что такое 32-33 год. Конечно, знаю. Моя бабушка очень хорошо это знала. Да, и поэтому... Стуса почитайте тоже, если читали. Василий Стуса. Вот я тоже читал. Там все так прописано. Ты тут уже, наверное, читал. Ты уже тут, наверное, читал? Да, мне было интересно. Стуса я здесь читал. А там же что-то не читал. Да потому что там я не интересовался жизнью другого государства. А как так сложилось? Смотри, я был в России, я был в Белоруссии, да, там еще по спортивному прошлому, но как-то так выходит, что в Украине все знают,
кто, какой министр за что отвечает, за образование, там, медицины, премьер-министр, президент. Все интересуются политикой, все как-то в этой, все друг друга там контролируют этих. Почему в Беларуси никто не знает даже, кто такой премьер-министр и как его зовут? Не могу вообще И в России, если бы Медведев пьяный не бухал, вот этот постоянно в ТикТоках не выставлял это все, никто бы не знал, что такое вообще существует персонаж. Ну он еще там его президентом ставит. Понятно. Видите, вы интересуетесь своим государством в каком плане? Ну вот вы можете что-то изменить, кто у вас министром обороны будет? Можем. Каким образом? Изменили, разоблачили его. Каким образом разоблачили? Разоблачили же все равно, как-то через президента это все идет. Ну смотри, ты знаешь, у нас уже трижды министр обороны поменялся? Ты мне скажи, Нет. Майдан зачем был? Ну это ваш выбор. Майдан, я думаю, чтобы убрать Януковича. Что вам не нравилось, то что такая жизнь. Не знаю. Ну как? Ну вам виднее. Я же не живу в Украине. Я понял, ты задал вопрос, можем ли менять. Где Янукович? А сколько лет прошло до Януковича? Кравчук, Кучма, Янукович. Януковича же тоже не я поставил. Послушай, понятное дело, что мы не можем все изменить и сразу. Мы хотя бы пытаемся. Вот вы ответили на мой вопрос. А что вам мешает выйти было на Майдан и сказать нет войне? На, У вас же на много. Красную площадь. У вас же много. Как это кто, в смысле, не выходили? Были там и Болотные, и на Болотные, А что вы их не поддерживаете? А чем они закончились? Один этот вот ОМОНовец бежит, и от него убегает 200 человек. Было. И чем оно заканчивалось? Видео я помню. Оно заканчивалось тем, что... 7 лет. Оно заканчивалось тем, что те, которые выходили, они не сильно понимали, зачем. Да, конечно, да. Там... Что делать Ну как дальше. у Украины получилось это изменить? Ну, ты спрашиваешь, насколько у нас масса, получилось? понимаешь, масса. Статистика, цифры. Если в Украине 90% населения готовы выйти и бороться, то в России это, пусть, я не знаю, 1% населения, 0,5% населения готовы выйти и бороться. И то это наши. 1% что-то вы много. Ну да, многовато взял, конечно. 0,1%. Хватанул, да. У кого еще стали зеленые наши? Погрешность. Не знаю я, как объяснить это. Просто живем, как живем. Я знаю, как. Вы хотели, чтобы Украина освободила Россию от этого тоталитарного режима? У вас было право выбора своего президента не раз в 30 лет, когда там Путин сдохнет, а когда уже там, чтобы вы, этот не понравился, другого поставили. Этот хочет воевать, поменяли, другого поставили. Этот хочет туалеты вам провести домой, там, выбрали там, или еще что-то. Чтобы у вас было право выбора, а не вот этот человек, который меняет под себя законы, конституцию, там, перезапускает, не меняется. А вы это сможете сделать? Вы хотели Нет, бы? вы задали вопрос, вы хотите, чтобы Украина Я бы Смотри, у поменяла? нас есть Легион Свобода России, Русский добровольческий корпус, Батальон Сибирь. Это люди, которые набраны из россиян. Они это пытаются сделать. Со мной воевало 2 брата Бутусиных с РДК. Да. Их закидали гранатами, но им дали Героя Украины. Они воевали со мной за Чернівський край. Они с 14 года здесь воевали. И что Им они это не что-то помешало приехать с Владивостока, их там 14 детей, приехать сюда и понять, что нет. А для чего они приехали сюда? Они поняли, что Россия страна-агрессор, и приехали воевать за Украину, за свободу, за ценность Украины. Говорит, для нас Украина это такая колыска. Подождите, я не пойму. Они приехали, жители России С Владивостока. с Владивостока приехали освобождать Украину? Дать возможность, помочь Украине удержать свою независимость. Мне кажется, это тоже, я не понимаю. А Не-не. причем здесь они и Украина? Подожди, это ты то же не самое. понимаешь, да, я объясню просто, Да. что они делают. Они пытаются, формируясь в Украине, у них же цель конечная не только защита Украины, не только помочь Украине удержать независимость, но и потом пойти и освободить Россию. Вот это вот объяснение. Я думал, они пришли освобождать Украину. Думаю, Нет, какое их не дело. конечная их цель это освобождение России. Понятно. Они же- Я не они говорил же- освобождать, это у вас уже в том году. Они же не назвались украинский добровольческий корпус из России, понимаешь? Они назвались русский добровольческий корпус, потому что их конечная цель это освобождение России. А если миллионы россиян, как я вот не пойму просто чисто логически, придет 5 миллионов россиян на территорию Украины,
Чтобы потом в дальнейшем освобождать Россию? Да, 100 а кто тысяч их будет будет кормить, вооружать и так далее в Украине? Ну, украинцы будут кормить русских, если они будут воевать за Украину. Да. Потому что, ну, как бы они воюют и за наши силы. Русских, и татар тоже. И татар, и белорусов воюют за нас много. Ну, я знаю, что крымские татары... Так это наемники здесь. или нет? Трофейного оружия у них очень много уже. Я вот не знаю, это наемники. Да мы все наемники. Если контракты заключили, мы все наемники. Я не наемник. Ну, вы, понятно, вы за родину воюете. Я пошел и мобилизировался. Мобилизовался. Мобилизовался. Я тоже так постоянно говорил, почему-то, я не знаю. Мобилизовался. Да меня так на допросах, наверное, вбили в голову. Они говорят, мобилизировался? Да. Да? Там сами? Угу. Да. Мобилизировался. Ладно, не трансформировался, да? Ну, вроде да, вроде что-то производное от этого, да. Я понял. Не знаю, тут ответ, тут ответ. Тут, короче, чем прокормить и вооружить, это вопрос третий. Первый вопрос – это то, что находятся люди, которые самостоятельно переходят границу, самостоятельно сдаются в плен. Многие даже специально идут, мобилизуются для того, с одной только целью – сдаться в плен и перейти в тот же РДК. Да, я знаю, да, такие у нас. Ну и я знаю, да, был один. И среди вас даже. Да, были, есть такие. Вот и все. Потому что они понимают, что другой возможности нет. Затравят всех. Про Навального знаешь. Да, вот только здесь, кстати, услышал. Это не важно, как мы к нему относимся. Важно, что человека убили в тюрьме. Ну и для всех это типа нормально, даже не нормально. Не, ну это ненормально, согласен. Чтоб люди, тем более, кто... А как ты думаешь, почему у Пригожина не получилось дойти до Москвы? Честно, тоже даже не влазил в эту тему. Ну, ты следил тогда за этим? То, что взорвали, вот услышал то, что взорвали, и все. Ну, ты следил тогда за этим всем? Да мы не следим за политикой, я вот объясняю, мы не следили ни за политикой. Так это не политика, это вот у тебя в стране идет вооруженная колонна по дороге федерального значения, идет колонна, неужели, это же не политика, это просто идет колонна вооруженных людей. Так нехай идут, ну, значит... Нехай идут. А вы думаете, вы думаете, что Пригожин шел снять правительство, что ли? Я не думаю, что Пригожин. Да, я не знаю, что Пригожина куча мыслей могло быть в этот момент. Куча зэков и Пригожин решили снять правительство, что ли? Ну это... Сколько их там было человек? Не шли не правительство. Я даже не знаю. А цель какая у них была идти на Москву? Тем не менее, Ростов они держали. Разговор был с Путиным должен был произойти. Вы считаете, что Путин разговаривал бы с Пригожиным и сколько там человек зэков было? Так там не зэки, там же были кадровые военные, которые были Вагнером. Зачем? И те. Да все там были. Там. Зэков по большинству. Вы считаете, что Путин разговаривал бы с разговаривал. Не, он не с зэками, есть представители этих зэков. Так он и дал. Хорошо, в Вагнере только зэки или есть бывшие кадровые военные, которые высокого уровня? Ну, бывшие кадровые военные, я так понимаю, там, скорее всего, только в качестве офицеров и инструкторов. Ну, я же не думаю, что он шел, с зэками заходить в Кремль. Мне кажется, у них там все это уже обговорено было. Где для них вообще начинается политика? Вот ты задавался этим вопросом. Вот когда они говорят, политика не будет. Где начинается политика? Вот скажи, пожалуйста, если у тебя в канализации дерьмо прорвет и польет тебе в подъезд, это политика? Я думаю, да. А это уже политика. Ну, то есть... Это одно из политических, как бы, потому что но я понимаю, что политика, если говно на голову польет. Ну, если оно будет, это говно, зачем? Я просто вызову сантехника. Если сантехник не справится, я сделаю все сам. Потому что я умею это сделать. Вот и ждать я не буду, пока ко мне там придут из администрации и скажут: извините, не по вашей вине говно протекло, это у нас стояк плохой и так далее. Я сам это сделаю и исправлю. А если улицу зальет? Ну, я думаю... Ну, происходит же это, я показывал, понятно, да. Например, вот сегодня. Происходит же. Ну, происходит, но для этого есть же службы специальные. И, то есть вы начинаете в этот момент интересоваться политикой. Да, зачем мне политика интересоваться, где говно прорвало? Это же не... По такой логике ГРУшник, он же сантехник, он же повар,
Он же политик, получается, потому что он колупается в этом всем. Нет, с какого момента они начинают интересоваться? Когда они идут в администрацию и говорят, слушайте, у нас там улицу говном залило. Да, у нас тут Хохлы виноваты, у хохлов хуже. мы не интересовались, короче. Да. Кстати, ты знаешь, в дамбе, которая прорвала Орск, там нашли, короче, 3 точки, очень похожие на трезуб. Да, на трезуб. На прокол от трезуба. Ну это уже же приколы. Это как бы понятно же, Давай что... следующего. Да, мы что-то... Кстати, ты первый человек за 2 года, вот, да, так совпало, который читал хоть что-то, а не то, что уже читал там Шевченко, Стуса. Это серьезно. Я знаю, что когда забираешь у человека все и даешь чуть-чуть, оно ты считаешь, Да что нет, это нет, не согласен. Тут... Ну у тебя же дома не было времени на это почитать, и не было времени поинтересоваться Потому что у меня были другие заботы. Нет, здесь тут, понимаете, кто-то есть, кто интересуется, а кто-то нет. Даже прочитая эту самую книжку, кто-то возьмет от себе то, что он хочет взять, и то, что он услышит, а кто-то просто физически пролистает, чтобы провести время. Слушай, ну ты можешь сказать, что ты начал интересоваться уже здесь политикой? Да. Можно так сказать? Да. Это Хорошо, что ты вынес нашей встречи? тектонический сдвиг. Да, я думаю, тут даже не в том плане, то, что тектонический сдвиг, а читать побольше книжек надо. Там все написано. Я вам одно скажу. Нет, я вам одно скажу. История, она, вот честно, история, любая история, она однообразная. Она ничего нового там не происходит. Любую империю возьмите, у всех одно и то же. Ну что, историю переписывают вот в России. Похоже, согласен. Все одинаково. Все заканчивается войнами. В таком случае действия российской армии похожи сейчас на действия армии Третьего рейха? Блин, я даже не могу ответить. С первого дня нападения начни. Не, ну насчет нападения... С подтяжка, как крысы. Время нападения. А во сколько было? 4 утра? Да. Со стороны Напали. Беларуси, Да, со стороны Тоже России. не знал. Вообще. Ну да, есть. Полетели ракеты в 4 утра. Не, ну те захватывают земли, эти захватывают земли. Гитлер оправдывал нападение чем? Знаете? Чем? Чем Гитлер оправдывал нападение на Польшу? Ну, на Польшу-то понятно. Непонятно, чем. Ну, то, что там же была провокация. Там была провокация, то, что якобы поляки напали на немецкие заставы, и на этой провокации они выехали. Я 1 сентября. Включить речь Гитлера. Четко человек говорит, притесняли немцев на территории Польши. Этому нужно положить конец. Путина включаешь, значит, у нас тут в Украине притесняли каких-то там русскоязычных. Точка. Сегодня на федеральных каналах России призывают бомбить русскоязычный Харьков. Точка с запятой. I don't know. Вот-вот. А что означает ваша аббревиатура? Вот эти Вшки, Ошки, Z? Честно, сам до сих пор не знаю. Тебя не интересовало? Нет. Почему? Почему не русские буквы? Без понятия. Понимаете, вот, ну, я интересуюсь тем, что мне интересно. Ну ты едешь уже все, ты включился в армию, уже все, тебя уже должно бы интересовать. Вот мы с вами едем, да, я вот вас спрашиваю, я еду а что означает Z? Ну, я так уж, а что означает Z? Не знаю. А что означает Z? О, да не знаю. Ну, ты понимаешь, с какими ты валенками ехал? Что тебе не по пути. Насчет валенков я не знаю, как бы близко не знаком. Валенок он не валенок, я не могу так людей Ну обижать. это объективно, если он ничего не знает. Ничего не знает, ничем не интересуется. Значит, я валенок, так скажем. Я не знаю. Раз ты здесь, значит ты валенок, потому что... Кто-то говорит, что это западный, там, центральный, восточный или какие-то... Так а чего не русскими буквами? Не могу ответить на ваш вопрос. Политикой интересоваться нужно? Честно, мешает жизни. У меня задача сейчас. Мне сейчас задача воспитать до чтения. Ведь можешь. Получили бы 12 миллионов. Вот такой вот вывод. И все.
Ну, я не могу ответить на ваш вопрос. Я шел с той задачей, чтобы дальше жить нормально, чтобы не то, чтобы мне жить нормально. Интересоваться политикой мешает. А что оно мне даст? Какой неинтерес политики? Оно бы спасло тебя в жизни. А что оно мне даст? Ну, ты бы мог бы здесь не оказаться, если бы интересовался. Вы считаете, что если бы я интересовался политикой, я бы не оказался здесь? Да. Мне кажется, это провидение уже или судьба, я не знаю. Вот то, что я оказался здесь, то, что я выжил, вот это, да, об этом надо задуматься, что Бог 2 раза шанс такой не дает. Хорошо, слышишь, а как ты считаешь, вот по совести, как бы ты сделал, вот, как бы украинцы должны были с тобой поступить, чтобы ты Я тоже не понес могу. ответственность Я за свои понял. действия? Я тоже не могу на этот вопрос. Сколько бы ты себе дал бы срок? Сколько ты себе дал бы срок за это? Не знаю. Пересечение границы незаконное. Сколько у вас пересечение границы? Срок можем посмотреть, я не знаю, лет 8. Я бы дал лет 8. Ну, значит, лет 10. Оружие. Я без оружия пересекал границу. Оружие взял в руки? Где-то Ну, что да. раздобыл? Раздобыл с оружием в руках. Вот смотри, моим знакомым, 15 лет вам с которыми я находил, за взятие российского военного пленного в Мариуполе в плен, нанесение 8 ударов, это так суд ДНР говорит, да, дали 25 лет. Да. У вас есть такие срока? Это у вас, А, да, у нас? нашим. А, у нас это дали да. 25 лет. Парням, которые мне должны были дать 15 за препятствие спецоперации. Ребята, которые морпехи держали Мариуполь, им дали ПЖ. А многих убили и потом дали ПЖ. Такой как Башко Павел, морпех, там были еще люди, которых я сейчас не буду называть. Есть Бабич, которого осудили на 25 лет. Ну, чтобы ты понимал, я слышал, как эти пытки под пытками выбивались вот эти советы. Признание? Да. Как ты думаешь, как долго бы ты сколько надо было времени понадобилось бы, если бы тебя тут пытали, чтобы выбить из себя любое признание? Я не знаю. Ну, как ты Наверное, думаешь, не выдержу. У нас бы получилось бы выбить из себя признание? Да, конечно. Для любого человека можно выявить признание. Просто все зависит. Но ты понимаешь, вот твоя жена, если бы ты тут не попал бы, да, твои дочери, они бы ликовали. Они ликуют, когда наших военнопленных судят, они ликуют. Вот. Вы ошибаетесь в адресе ее. Они считают это справедливостью. Нет, в адресе ее вы ошибаетесь. Вот они, Бандера, вот мы их засудили. Хорошо, перебей меня. А как я могу знать, что я ошибаюсь? Вот как я могу знать? Потому ты что ты сам не знаешь, о чем она сейчас я говорит. ее и думаешь. знаю. Я ее по голосу знаю. Мы женаты 23 года. Хорошо, а если рядом сидит ФСБшник и говорит, слышь, сейчас получу 20 миллионов за него, нахрен он тут надо? Слушай меня, бандеровцы там его заставили, Вы думаете, ей не говорили? перевербовали. Ну вы же сами Американцы понимаете. дали ему бургеры. Нет. 25 человек. Алексей, вы Надо смотрите, ехать работать. даже вы сами ответили. Она взяла трубку без малейшей, хотя номер чужой, и так было уже. Ей без разницы, какой номер, ей без разницы, там, кто звонит, какой будет разговор. Она сначала вроде сказала, но не хотелось бы, но она согласилась даже на публикацию видео. Оно бы ей надо было это, она бы отключилась, сказала, да и делай ты там, что хочешь. Вот сейчас многих, поверьте, многие сейчас возьмут, позвонят и отключат телефон. Финальный вопрос последний. Да. Это правда, то, что он говорит, между прочим. А моя она всегда возьмет трубку. Есть и такие, всегда. которые тебе скажут, у меня сына нет, например. Такие тоже есть. Она, не боясь, возьмет трубку и Последний ответит. вопрос, все финализируем и все. Если бы ты наперед знал все то, что происходит, да? А знать ты мог только, если бы ты интересовался политикой, Ну, так сказать. Ну верно же? двояко. Почему Ну, потому что у вас своя информация, у нас своя. Нам не преподносят всю информацию, которая у вас есть. И вам то же самое. А знать и интересоваться, это значит поинтересоваться с двух сторон. А как я узнаю информацию, которая находится в Украине? Телеграм. Телеграм-каналы. YouTube. YouTube, вы же знаете, что блокируется многие Нет, видео. вот наши интервью доступны для любого россиянина. Ну, мы ж как Я их 2 раз посмотрели в года России. записываю. Пошел 3-й год. Ну, это мы знаем, мы смотрели ваши Да, интервью. ну и что? Ну, Чем тебе не информация? Такие, как ты, сидят и рассказывают все, как есть. Или ты думал, я заставляю кого-то говорить? да нет, конечно. Сейчас убедился, что нет. Итак, зная и понимая, пошел бы? Нет, конечно. Ну, вот все очень просто. Вот зачем интересоваться политикой.
От себя что-нибудь хочешь добавить? Нет, я уже Все сказал. лет на 15 добавлялся, уже Давай. похудел. Что? Лет на 15 уже добавлялся. А, похудел. ничего страшного, ты же приедешь туда, скажешь, что мы тебя заставили говорить. Да. Меня только что говорите то же самое спрашивали. А вот что будет, если я вот там лишнего наговорю? Я самое главное, чтобы моих близких не заделали. А я уже все, что-то. Можно попросить сигарету?